Вы можете знать испанский и все равно не успевать за разговором, потому что проблема не в словах, а в скорости, с которой вы их обрабатываете. И именно поэтому обычный подход просто не работает в реальной жизни. Профессиональные переводчики в такие моменты обычно не слушают правильнее либо внимательнее. Они слушают по-другому. И сегодня я покажу вам, как. Я говорю о людях, которые переводят в реальном времени, работают с политиками и совершенно не имеют права переспросить. У них просто нет времени понять все. Но они все равно передают смысл. И у этого есть свои конкретные техники. Если вы хотите начать понимать испанскую речь быстрее, сохраните это видео, поставьте лайк и подпишитесь. А я начинаю делиться трюками и секретами, которые, если не на 100%, то значительнее помогут лучше понимать испанцев и воспринимать испанскую речь. Кстати, досмотрите до конца, в конце вас ждет бонус. Техника номер 1. Предсказание смысла. Профессиональные переводчики не слушают фразу до конца. Они начинают переводить еще до того, как человек договорил. Потому что если ждать, вы просто не успеете в моменте выдать всю ту информацию, которую еще нужно до этого обработать. В реальной речи, в быстрых диалогах, в сложных темах. Что они делают вместо этого? Они прогнозируют. Да-да. Они выбирают в моменте относительно подходящий вариант. Как продолжится фраза? Не слово за словом, а направление мысли. К чему человек ведет? Какую конструкцию он использует? Что логично будет дальше. В теории синхронного перевода Даниэль Жиль есть такое понятие anticipation. Это когда человек в моменте начинает формировать перевод еще до завершения исходной фразы. Допустим, вы слышите «Si mañana tenemos» и пробуете. Вы не ждете конца. Мозг уже достраивает и подбирает варианты. Reunión, проблема, tiempo. И вот это уже ключевой момент. Вы начинаете понимать не потому, что услышали все, а потому, что догадались. И теперь следующая фраза. Техника номер 2. Структура, а не слова. Большинство людей делают одну и ту же ошибку. Они пытаются понять каждое слово. И именно поэтому просто физически не успевают. Как делают профессионалы? Они слушают каркас фразы. Почему это работает? В исследованиях когнитивной нагрузки в переводе показано. Мозг не может обрабатывать все. Он вынужден выбирать. И профессионалы выбирают главное. Пример. Bueno, la verdad es que... Если вы пытаетесь перевести, вы уже отстаете. Потому что это не смысл. Это просто разговор. Смысл будет дальше. И если вы научитесь это игнорировать, вы сразу начнете понимать быстрее. И вот здесь мы подходим к самому интересному. Техника номер 3. Смысловые якоря. Вы уже знаете акустические якоря. Я делала отдельное видео, посвященное именно этой технике. Кто не видел и есть желание узнать поподробнее, ссылку я оставлю в описании. Но есть следующий уровень. Смысловые якоря. Что это такое? Это слова, которые несут смысл. Глаголы, ключевые существительные, время. Пример. El gobierno decidió aumentar. Вы не понимаете все, но ловите gobierno, aumentar. И этого уже достаточно, чтобы понять направление. Политика, изменения, действия. И мозг снова делает главное. Достраивает смысл. И теперь самое важное, как это тренировать. Вот вам действенные практики, которые, как правило, дают очень хорошие результаты. Упражнение 1. Включайте аудио и впервые не пытаетесь понять все. Ваша задача – услышать 3 слова, зацепиться за них, догадаться о смысле. И это уже работа мозга. Упражнение 2. Слушаете фразу, ставите паузу и задаете себе вопрос. Что он скажет дальше? Это именно то, что делают переводчики в моменте. Упражнение номер 3. Ставите скорость аудиозаписи на x1.25. Да, быстрее. И это кажется нелогичным. Но именно так тренируют восприятие речи профессиональные переводчики. В тренировках синхронного перевода ускорение используется, чтобы мозг перестал цепляться буквально за каждое слово.
и начал работать по смыслу. Когда я только переехала в Испанию, я тоже слышала слова и очень часто поначалу не успевала за мыслью. И мой переломный момент произошел не тогда, когда я выучила буквально больше слов, а когда я научилась слушать испанцев по-другому. Давайте проверим прямо сейчас, как это выходит у вас. Pues nada, si quieres mañana podemos quedar. Что вы услышали? Mañana quedar. И если подойти к этому логически, то этого уже достаточно, чтобы понять смысл. Давайте еще один пример. Вы идете по улице и вдруг слышите: «Hombre, cuánto tiempo, me alegro mucho de verte, chavalote». Если посмотреть правде в глаза, вы могли не понять каждое слово. Но мозг цепляется за «cuánto tiempo», «verte» и уже собирает картину. Давно не виделись, человек рад встрече, и вы понимаете эмоцию, даже если не разобрали всю фразу. Это и есть работа по смыслу, не по словам. Теперь ситуация из жизни. Вы стоите в супермаркете, и кассир что-то бормочет очень быстро. «Tienes tarjeta o pagas en efectivo?» И вы не уловили все, но слышите «tarjeta», «efectivo», и этого уже достаточно, чтобы понять. Речь про способ оплаты. И вы реагируете правильно. И вот здесь происходит ключевая вещь. Вы не перевели полностью фразу, но вы поняли ситуацию. И именно так работает реальное понимание любого иностранного языка. Если вы сейчас поймали себя на мысли, что вы слышите испанский, но не успеваете за ним, это нормально, потому что дело совсем не в уровне языка, а в том, как мозг обрабатывает иностранную речь в реальном времени. Это как раз тот навык, который можно и нужно развивать. Если вам откликается такой подход, и вы хотите начать быстрее понимать живую испанскую речь, я работаю с этим на занятиях. Мы тренируем не только слова, а восприятие. Как слушать, на что обращать внимание, как не теряться в разговоре. Есть индивидуальные занятия и закрытый разговорный клуб, где мы разбираем реальные диалоги и учимся реагировать в живых, жизненных ситуациях. Все детали в описании. И если это видео было для вас полезным, сохраните его и возвращайтесь к упражнениям. А мне будет интересно узнать, в какой момент вам сложнее всего понимать испанский? В начале фразы или когда человек начинает говорить быстрее в конце. А на сегодня это все. Кто еще не подписан, обязательно сделайте это. Здесь я делюсь видео, как выучить и понимать испанский язык без зубрежки и специальных учебников. А также делюсь другими интересными моментами об Испании. А на сегодня это все. До скорого в эфире. Hasta pronto!